Всем доброе утро. Сейчас раннее утро, почти 5 утра. Я делаю ритуал для Ольги. По ее согласию я выставляю ее фотографию в Ютубе. Этот ритуал я дарю практикам. Я уверена, что у них подобные ритуалы есть, но этот ритуал очень быстро работает. И таким ритуалом я выдала замуж не один десяток женщин. Друзья мои, в этой жизни женщина нуждается в мужчине, в сильном друге, в помощнике, соратнике, как нуждается в любви и в нежности. Не равняйте простую женщину с ведьмой. Ведьма – это другой человек. У нее достаточно глубокий мир, и она может остаться одной. Ей иногда мужчины-то и не нужны. А простой женщине одной, конечно, тяжело, особенно в наш век. Несмотря на то, что мужчины измельчали, все же есть мужчины настоящие, и не нужно это отрицать. И среди этих мужчин может найтись тот, который может прийти к нам. Ольге я провела чистку, у нее очень много перемен. Но сейчас этот ритуал я провожу ей в подарок. Если в ближайшее время, а это наверняка случится, у нее встретится мужчина, который будет соответствовать ее мечтам, захочет она поблагодарить меня, потому что за все нужно откупаться. Не захочет — это ее право. Но в любом случае я провожу просто так, в подарок ей, за просто так. Вот после работы я решила ей провести этот ритуал в том числе. Что нужно практику для того, чтобы быстро выдать замуж женщину, которая одинока, которая хочет встретить мужчину, которая хочет создать семью? Для начала скажу, что нужно доверять и отдаться силам судьбы. Они приведут того, кто нужен. Они никогда не промахиваются. Второе, что я хочу сказать, что если этот ритуал проведут женщины обычные, просто для себя, ослушавшись меня, то в их жизнь придет некое существо в человеческом обличии, но это существо принесет им только боль и страдания. Поэтому, если вы не хотите рисковать своим будущим, своей жизнью, будьте добры, девочки, не делайте то, чего нельзя, самодеятельностью не занимайтесь. Этот ритуал может делать только практик. Вы можете этот ритуал попросить провести любому практику, хоть он находится за 1 000 000 километров, потому что мы работаем с фантомом человека. Мы работаем с его изображением, с его именем, да просто с его мыслями, с его душевным, духовным миром. Поэтому ни одному практику не стоит ничего взять и вызвать вам мужчину, хоть где бы вы ни находились. И этого мужчину приведут силы судьбы. Для начала скажу, алтарь должен быть черный, лепестки красные и белые розы, 2 черные свечи по бокам, красная посередине. Если у вас есть фигура мужчины и женщины, то есть алтарь на статуэтке, это будет идеально. Я, например, использовала здесь лесную богиню и лесного бога Цернуна. Извините, у меня же к утру уже язык чуть-чуть заплетается. Также обычная проточная вода, маленькая красная свеча и, шерстяная красная нить. Можно обычную, но желательно шерстяную нить красную, которая как таким кружком ложится на ее сердце и зажигается здесь огонь. Почему? Потому что сердце считалось вместилищем чувств, да, у всех народов. И мы должны усилить ее сердце, то есть ее чувства, ее желания, мечты. И ее сердце притянет того, кого она хочет. Понимаете, все имеет символическое значение. Конечно, можно обойтись без статуэток, но получится наполовину. Лучше сделать как
как положено, вот как мне пришло, как я делаю и как получается, значит, так и работает. Поэтому следуйте инструкции, и все у вас получится. Когда вы берете фотографию человека, вы активизируете то место, которое вам нужно. Нам нужно, чтобы она встретила по сердцу своему мужчину, да, который будет ее любить и которого она будет любить. Вот чтобы он был ей по сердцу. А значит, активизируйте сердечную чакру, как, ну, если уж так вам удобнее понять. Ту часть, где находится ее сердце, ее чувство. Итак, зажигаем. Красную свечу. Сейчас я буду делать, вы все поймете, как, что. Вот лепестки после ритуала. Желательно вообще алтарь оставить на несколько часов. Можете лечь спать, это оставить. Лепестки после ритуала отнесете, положите возле любого дерева. Просто кинете туда и, отвернувшись, уйдете. Итак, начнем. Сейчас расположу поудобнее и прочитаю. Любовь и страсть стары, как мир. Велики, как вселенная. В них смысл жизни, живого существа. Нужен друг, соратник. Единственный и вечный. До доски гробовой. Как вечно огонь, вода, воздух и земля. Так вечны мои заклинания. Из недр хаоса, из вечных врат спустились 4 духа-стражника. Посылаю вас на все 4 стороны света. Разыщите, найдите того, кто будет любить, оберегать Ольгу. Найдите того, чьи помыслы чисты, чья рука шедра, чье плечо надежно и сердце доброе. Заклинаю вас силы великие и вечные, духи мироздания. Вы слышите меня? Прошу вас, ведите всеми дорогами из всех порогов, из всех стран света того, кто ей нареченный. Вы знаете ее, вам ведомы ее мечты, по ее мечте и мужа ей дайте. До доски гробовой, до самой смерти. Дайте ей того, кто не предаст, не оставит, душу болью не отравит. Дайте любящую душу и любимую душу, чтобы любил ее, как самого себя. Слово мое могучее, воля моя, власть моя, той властью духи и исполнят, найдут ей супруга, приведут к ней. Берите, духи, ее за руку и ведите к алтарю, да исполнится в срок. Далее я читаю слова, которые я всем говорить не могу, я могу это раскрыть только практикующим, которые у меня спросят, что это означает. Это нужно читать после заговора. Заговор читаем 7 раз. После заговора, после каждого заговора это читается. И далее. Набар, Сантар, Хас, Хар, Мактур, Нихар, Хасхар, Мактур. Набар, Сантар, Хасхар, Мактур, Нахар, Хасхар, Мактур. Набар, Сантар, Хасхар, Мактур, Нахар, Хасхар, Мактур. Я вызываю супруга для Ольги, верного, щедрого, доброго, сильного, духом, любящего сердцем, где ты есть, услышь, духом покорись, на зазыв к ней явись, волю мою исполни, заклято. Еще раз в конце. Набар, Сантар, Хасхар, Мактур, Нихар, Хасхар, Мактур. Набар, Сантар, Хасхар, Мактур, Нихар, Хасхар, Мактур. Набар, Сантар, Хасхар, Мактур, Нихар, Хасхар, Мактур. Итак, сказали? Далее. Берете этот бокал, 2 пальцами начинаете прыскивать воду по алтарю. Вызываю ей супруга, любящего и любимого. Вызываю Ольге супруга, любящего и любимого, да исполнится в срок. Вызываю Ольге супруга, любящего и любимого.
вызываю Ольги, супруга, любящего и любимого, да исполнится в срок. Далее. Постарайтесь вот так вот взять нить, чтобы она не обожглась. Если обожжется, ничего страшного. Идем, открываем окно. Кидаем и говорим: духи, летите и исполните срок. Да будет так. Итак, свечу оставьте догореть, даже если покапает на фотографии, ничего страшного. Если выполните этот ритуал как положено, за короткое время, у этой женщины и у любой другой, которая у вас попросит или закажет эту работу, появится мужчина, который ее будет любить. По крайней мере, у них будет устойчивые отношения и счастливый брак. Это уже проверено не раз и не два. Всем удачи!